Всем здравствуйте, это канал Биоленд. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Ирина Юрьевна, я профессиональный репетитор по биологии. Готовлю детей к поступлению, также к сдаче экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. У меня два образования. Начальное, это я закончила еще при Советском Союзе медицинское училище с красным дипломом, что дало мне потом возможность поступить в университет, закончить его. Я закончила биологический факультет. По специальности я биолог. Для чего я показываю эти дипломы, я обязательно потом объясню. Все дело в том, что у нас в середине июля вышел промо-ролик. Собираемся рассказывать о биологии. Это будет интересно детям начальной школы, то есть 6 класса, когда начинается биология. Также для старших классов, кому-то это понадобится, эта информация для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Кроме того, у меня есть страница ВКонтакте, которую я веду уже с 2018 года. Она точно так же называется Биоленд. Эта страница необходима для того, чтобы информировать учащихся, как сдается ЕГЭ, сколько баллов набирают. Туда же заходят мои ученики, которые оставляют отзывы, которые комментируют экзамены. Только для этого я не разбираю там никакие тесты, но в любом случае, то есть мне постоянно приходят вопросы, особенно очень сильно активизировались в этом году, потому что ЕГЭ действительно сложный экзамен по биологии. И я пообещала еще 1 сентября, чтобы ответить на все вопросы сразу, что выйдет именно этот ролик. Самый первый вопрос. Как вы относитесь к ЕГЭ? Очень сложный экзамен, вопросы неподъемные, в школе ли эти темы не проходят, на экзамене спрашивают заоблачные для ученика знания, не соответствующие школьным. Давайте начнем с первого. Как я отношусь к ЕГЭ? Если честно, к ЕГЭ я отношусь не просто положительно, а я 2 руками именно за ЕГЭ. Объясню почему. Дело в том, что я закончила в школе, школу, как я уже сказала, при Советском Союзе. Что такое было поступление в институт? Во-первых, в любом институте, в любом абсолютно советском институте существовали квоты. Первое. Значит, в первую очередь принимали граждан, которые приезжали из дальнего зарубежья, то есть из-за границы. Второе, обязательно квота существовала на абитуриентов, которые приезжали из союзных республик. Третье, квоты существовали на отслуживших армию, участвующих в боевых действиях Афганистан. Это дальше потом шли медалисты, да, то есть они тоже шли вне конкурса, они сдавали, конечно, экзамены, но приоритет был за ними. А теперь вот давайте подумаем, сколько человек могло попасть желающих, и которые хотели поступить в институты. Математика очень простая, но если 10% из 100, то есть они сражались именно за эти места. Были сумасшедшие совершенно конкурсы в институте. Просто сумасшедший. Я сама на себе испытала очень неприятное ощущение, когда ты пришел подготовленный сдавать экзамен, что он из себя представлял. Вы сейчас жалуетесь, что экзамен – это ужасно. У нас, во-первых, мы должны были отвечать устно, это раз. Именно я говорю про медицинский институт, потому что я в него сначала поступала. Это были 4 вопроса: ботаника, зоология, анатомия, общая биология. Нас запускали по 5 человек, и первая 5 заходила. Готовились мы полчаса. Не час, не 2, не 4, как сейчас, а всего полчаса. И когда ты садился уже с осознанием того, что уже большинство этих мест уже, так скажем, заняты, ты понимал, что тебя просто преподаватели валят. Как бы ты ни крутился, как бы ты ни отвечал, ты уже понимаешь, что ты не пройдешь. Счастливчики, да, проходили. Все остальные уходили на следующий год. На второй год экзамен. Все то же самое.
Я сделала для себя такой выбор. Я пошла в медицинское училище. Я закончила его с красным дипломом. И потом уже я пошла поступать. Картина была та же самая, не по отношению ко мне, а к тем, которые приходили поступать впервые, то есть школьники. Я сдала просто на ура. Я даже толком и не ответила на эти вопросы, но перед ними, перед экзаменаторами, прошу прощения, были наши дела. То есть, соответственно, там значился красный диплом, там значился, что у меня стаж, и меня взяли. Я всего один экзамен сдала по биологии, и я была зачислена, естественно, в институт, в университет. Вот таким образом мы сдавали экзамены. Вам бы сейчас это понравилось? На самом деле, когда действительно появилась ЕГЭ в школе, это в начале 2000-х, конечно, тогда никто не понимал, как это будет выглядеть, что с этим делать, к чему это приведет. Для многих это было вообще, то есть, что это такое, то есть из детей дураков делают и все такое. Очень много различного было. Но потом ЕГЭ стало совершенствоваться, потом этот экзамен приобрел совершенно другую форму, более сложную. И за это я тоже двумя руками. Объясню почему. Потому что детей учат 10, сейчас 11 лет в школе. 11 лет. Да, биологию, если математику, русский язык они начинают изучать еще с 1 класса, биологию они начинают изучать с 5-6 класса. Программа сейчас, настолько разнообразная в каждой школе. Вот это действительно страшно. Потому что ребенок, который учится по одной программе, и вдруг он решил перейти в другую школу, но вот это может быть ловушкой, потому что, значит, те учебники, которые я сейчас вижу в 5-6 классе, меня немножко, так скажем, напрягают, потому что там все свалено в кучу. И ботаника, и зоология, и анатомия. И я вам даже больше скажу, на сегодняшний день очень большое количество запросов от учеников, вернее, от родителей 5-6 классов, 7 классов заняться репетиторством с детьми этих классов. Вы представляете себе? Да, это несовершенство, я считаю, учебников, и я не скрываю этого. Но мы готовим детей, репетиторы. Я не знаю, как другие, я отвечаю за себя. Я их готовлю по старой программе, по которой я еще училась. Есть великолепные учебники. Вот у меня сейчас в руках есть биология, 9 класс. Год выпуска 2000. Есть точно такие же и ботаника, и зоология. Есть по поводу анатомии у меня немножко другое, так скажем, приоритеты. Значит, на сегодняшний день вышел великолепнейший учебник Вениамина Рохлова, и я детям просто советую. Возьмите его в руки, очень глубокое изучение анатомии. Я считаю, что это тоже правильно. Просто вы не забывайте, куда ваш ребенок поступает. Он поступает на 1 курс в детский сад, или он все-таки собрался в институт. Еще одно, что постоянно всех возмущает. Дети, они, значит, такие сложные экзамены. Знаете, я так не считаю. Вы вспомните, уважаемые родители, если, конечно, вы еще учились при Советском Союзе, как мы сдавали экзамены в школе. Мы сначала сдавали в школе, значит, математику письменно, потом геометрию устно. Это все были экзамены через 2 дня. Потом мы писали сочинения, мы сдавали русский устно, вернее, литературу, физику, химию. То есть у нас было неимоверное количество экзаменов. После этого мы садились за учебниками, уже потом готовились к поступлению в институт. На самом деле сейчас грех жаловаться. То есть вам настолько уже облегчили вот именно поступление в институт просто до нельзя. Вы сдаете эти экзамены в школе, и они являются, эти баллы, которые вы там заработали, уже вступительными баллами в институт. Вы попробуйте сейчас этих детей, которые заканчивают школу, устроить такую же проверку, как мы сдавали в школе. Я думаю, бы и 1/3 часть всех учеников не выдержала бы даже и 100 доли того, что происходило.
То есть вот мы были погружены в учебу. Я понимаю, что сейчас сложная программа. А как на самом деле вообще мы можем говорить, что программа сложная? Да, они закончили школу, но они куда идут? Еще раз спрашиваю. Они идут в институт. И первый курс любого абсолютно института – это повторение школьной программы. И вся уже дальнейшая программа института, она основывается именно на школьной программе. Если нет знаний в школе, простите, что он будет делать в институте? То есть там начинают именно в институте преподаватели точно так же мучиться. Они не знают, что с ними делать. И я вас уверяю, я общаюсь с очень многими преподавателями из школ, из институтов. И они говорят, на самом деле с каждым годом все хуже и хуже и хуже. А в чем причина? Причин на самом деле, я скажу, несколько. И не только они заключаются, и даже не столько в том, что сейчас в школе готовят плохо. Да, действительно, есть такие школы. Я говорю сейчас только о биологии. Где, например, биология не преподается, это раз, нет учителей. Биологию преподают совершенно не биологи, это два. И третья, и самая основная причина, что дети перестали готовиться. Вы знаете, какой средний балл ЕГЭ по биологии? 51 балл. Ужас. Стыдно. Ужасно стыдно. Ну и, соответственно, дальше возникает вопрос риторический. Кто виноват и что делать? Вот не потому, что я репетитор, не потому, что я связана именно с преподаванием. Я хочу выступить все-таки в защиту преподавателей в школе. Родители вот постоянно пытаются обвинить. В школе плохо преподают, значит, детям не уделяется внимания. Простите, пожалуйста, а вы знаете, сколько вообще в классе учеников? В лучшем случае 25-30, а в худшем случае 40 и больше. Как вы думаете, как учитель, один учитель, у которого ограниченное количество часов в неделю, ему необходимо мало того, чтобы провести этот урок, дать детям то есть новые знания, он должен еще опросить и поставить оценки. Давайте вот простая математика. Пусть это будет 30 человек, да, по-скромному, 30 человек в классе. Как вы думаете, как часто будут спрашивать ребенка, чтобы он что-то рассказал, ответил заданное задание? В лучшем случае это раз в 2 недели, наверное, и раз в месяц. Дети, причем, очень хорошо это чувствуют. То есть, когда ребенок подготовился, он выучил параграф раз в месяц, да, то есть из 4-10 параграфов один выучил, поднял руку, поставил 5. Я почему знаю это, и мне не надо, то есть, говорить и что-то совершенно другое, потому что когда дети ко мне приходят, то есть они ищут репетитора, они садятся, причем я, как правило, именно стараюсь встретиться, чтобы был обязательно и ученик, и родители. Родители с гордостью мне говорят о том, что у ребенка 4,5. Когда я начинаю задавать элементарные, базовые вопросы, оказывается, мы не знаем. 1, 2, 3, 5, 10, и в конце концов родители уже сидят, склонив голову, хватаются за виски и понимают, что их ребенок 0. Просто 0. И когда на самом деле говорят, что вот нам бы там подготовиться к экзамену, то есть нам нужно 10-11 класс темы, уважаемые родители, уважаемые дети, что вам делать в темах 10-11 класса, где общая биология? А общая биология, к сведению, она объединяет знания ботаники, зоологии, анатомии. И только потом общая биология. Только потом общая биология. Если нет знаний вот в этих 3 дисциплинах, в общей биологии делать нечего. Просто нечего. И когда приходят ко мне ученики, я им всегда говорю,
сразу, то есть вот после того, как я их протестирую, узнаю свои знания. Нет, я не говорю, что вообще все тупые, все глупые, ни в коем случае. Есть дети, которые занимаются, которые участвуют в олимпиадах, которые ищут что-то новое. Но именно основа они не знают. И когда они ко мне приходят, я им говорю: так, вычищаем всю извилину, которая занята биологией, и начинаем все сначала. От простого к сложному. И только так, по-другому никак. Поэтому, когда мне на сегодняшний день говорят о том, что это сложный экзамен, что это неподъемные темы, на самом деле я вам скажу, что все это подъемное. Все это абсолютно хорошо усваивается. Причина на самом деле совершенно в другом. Причина заключается, к сожалению, в том, что на сегодняшний день дети, которые учатся в школе, они абсолютно не умеют читать. Не просто читать, они даже к этому не стремятся. Я вам сейчас расскажу, почему я именно об этом заговорила. Что представляет из себя нынешний экзамен по ЕГЭ, именно по биологии? Первая часть – это тестовые вопросы, которые касаются и ботаники, и зоологии, и анатомии, и общей биологии. Чтобы ребенок ответил на них, нужно просто вспомнить все темы, все абсолютно, что он проходил именно в средней школе. Просто посидеть, проанализировать, вспомнить, ответить. Тем более нужно выбрать ответы из 6 вариантов. 3 из 6. Честно, стыдно, очень стыдно, когда вот это на самом деле самое простое именно именно на экзамене. Очень стыдно, когда они отвечают всего на несколько вопросов, там могут ответить всего на 10 или на 5. А что тогда делать во второй части? А вот вторая часть – это как раз задание на логику. То есть это задание, которое подразумевает выстраивание логических каких-то цепочек, причинно-следственная связь, размышления. То есть мы называем это ключами. Они должны ответить на поставленный вопрос. Когда некоторые дети выходят с экзамена, я их спрашиваю. Вообще, в принципе, у меня все дети знают, что когда они выходят с экзамена, они всегда со мной созваниваются, я их спрашиваю, прямо вот, чтобы они чуть ли не дословно мне рассказали, то есть, что это был за вопрос, как они ответили, и мы стараемся проанализировать, правильно или неправильно. Некоторые даже не помнят, что это был за вопрос. То есть они даже не разобрались в этих вопросах. А как они могли, в принципе, отвечать на эти вопросы, если они даже не поняли этого смысла? Я вас уверяю, не потому, что там написан просто ужас, ужас и непонятно вообще что, а просто они не могут, они не умеют читать. Не поверите, мы на занятиях занимаемся тем иногда, что мы учимся читать. Не бегло, как книгу, а вчитываться в каждое слово. А если вы, дорогие родители или уважаемые школьники, знали, как дети отвечают на вопросы на вторую часть устно, когда их просят рассказать, 2 слов просто не могут связать. Просто не могут связать 2 слов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у ребенка бедная речь. А как мы развиваем речь? Мы буквально с 1 класса читаем, пересказываем, учим стихи. И чем больше мы читаем и чем больше пересказываем, тем лучше у нас развита речь. Без слов-паразитов.
Мы употребляем специализированные слова. Вы знаете, что для того, чтобы ребенку подготовиться к ЕГЭ, ему нужно выучить 72 темы. 72. И знать более 1200 биологических терминов. И как вы думаете, когда ребенок в 11 классе спохватился, я хочу поступать в медицинский институт, вы просто сами попробуйте на себе, поэкспериментируйте. Вы сможете выучить за год, и чтобы у вас вот сложилась общая картина всего происходящего. Есть такие дети, да, то есть тогда, когда ребенок хочет поступить, когда ему очень хочется. Я вас уверяю, есть дети, которые за полгода это все осваивают. Были такие дети, но они занимались, не поднимая головы. И у меня, и у других репетиторов есть такие вот дети, которые, вот я сказал, я хочу поступить, и они ни с места не двигаются, то они сидят погружены в эти учебники. Есть такое. Но основа 80, может быть, даже 90% это дети, которые совершенно относятся не просто холодно к обучению, а вообще никак к нему не относятся. Я вам даже больше скажу. У некоторых детей нет даже учебников. Потому что когда мы готовим детей к поступлению, мы им говорим не только, чтобы они занимались с учебниками. То есть вот им нужна еще дополнительная литература, которую мы обязательно советуем. То есть они должны постоянно начитывать, они должны пересказывать. Только так, по-другому никак. То есть, если вы думаете, что вы выучили теорию, я вас уверяю, что максимального балла вы не получите на экзамене. Потому что есть тесты, которые нужно нарешивать, нужно привыкать к терминологии, нужно привыкать к оборотам, которые встречаются в тестах. Нужно сидеть и разбираться. И чем больше вы нарешаете тестов, тем будет лучше. И поэтому говорить о том, что вообще рассуждать, когда я на самом деле вижу, когда говорят о том, что ой, ЕГЭ вообще в кого детей превратили, да не ЕГЭ превратило детей непонятно в кого, а дети превращаются непонятно в кого. Дети в большей степени не безграмотные. Вот ради интереса просто у меня была выложена статья на странице ВКонтакте по поводу первого мединститута в Санкт-Петербурге. 900 человек на место в этом году. 900 человек на место. Я поинтересовалась, кто же поступил. То есть уже были списки на сайте этого института. Я зашла туда, это было в открытом доступе. Я зашла туда и посмотрела. Вы знаете, что на сегодняшний день, да, то есть все дети, они под номерами, грубо говоря, да, то есть у каждого есть свой идентификационный номер. Я захожу и вижу первые 4 или 5, не буду врать, уже студента, 300 баллов, 100 биология, 100 химия, 100 русский язык. Но я не думаю, что это дети какие-то прям супер-пупер, да, то есть такие прям умники. Это просто трудолюбивые дети, которые привыкли читать, которые привыкли усваивать, значит, литературу, привыкли новые знания приобретать. Вот и все. На самом деле все очень просто. Чем больше вы читаете, чем больше вы погружаетесь в этот предмет, который собираетесь сдавать, и тем, соответственно, проще вам на экзамене. Я считаю так. Поэтому, когда нападают на ЕГЭ, я считаю, что это неправильно. Я ничего не могу сказать. Да, действительно, 2 года подряд вдруг откуда ни возьмись всплывают вот эти вот задачи. Сначала в прошлом году всплыла задача генетическая, которую не проходят именно в школе. В этом году олимпиадное было задание. Ну, сказать, что они вообще нерешабельные, тоже не могу. Когда дети выходят с экзаменом, я уже говорила, то есть я их просила, чтобы они запоминали. Я потом с удовольствием сижу, сама просматриваю эти тесты. Я их также решаю. Я понимаю, что, значит, сейчас могут полететь в меня камни, и вы начнете возражать, что вы же преподаватель, у вас же стаж и так далее и тому подобное. Ну и что? Что я репетитор.
Я тоже продолжаю, как ни странно, учиться. Я также читаю литературу. У меня масса литературы. Потому что свой уровень, я считаю, постоянно нужно повышать. Нужно стремиться к совершенству. А как вы знаете, нет предела совершенству. Поэтому, когда мы говорим и обвиняем, что ЕГЭ плохое, что это ужас, да нет. По-моему, я считаю, что нормально. И я даже руками и ногами еще раз говорю за то, чтобы ЕГЭ существовало. И еще по одной причине. Потому что есть дети, которые живут в деревнях, которые не имеют доступа к репетиторам, которые готовятся сами, но они четко идут к своей именно задаче. То есть в больших городах, да, вы можете позволить себе взять репетитора, вы можете позволить заниматься с ним, а эти дети не могут, у них даже биологии иногда нет. Но вот ребенок захотел стать врачом. Вы думаете, его, если была бы старая вот эта вот система приема в институты, он бы прошел? Сомневаюсь. А сейчас у этих детей появилась очень хорошая возможность. Потому что когда дети сдают ЕГЭ, они практически все обезличены. Там нет ни их фамилий, нет ни их, значит, даже имен. То есть у них есть идентификационный номер. И если ребенок ответил на все вопросы, естественно, эксперт ЕГЭ, он поставит плюс, он поставит балл. Потому что ему все равно, чья это работа. Вот абсолютно все равно. Есть, да, действительно, бывают такие ситуации. Где-то эксперт не досмотрел, где-то, да, то есть дети потом, они идут с претензиями, подают на апелляцию. Я вас уверяю, если ребенок уверен в своих знаниях, он сможет в операционной комиссии доказать. Балл 2, но он сможет вырвать. Но это нужно доказать. А не просто говорить, вот они такие, нехорошие, еще начинают на них обзываться и говорить, да нет, простите меня, это обыкновенные, нормальные, адекватные люди, которые проверяют эти работы. Вот и все. Первую часть, да, всегда проверяется машинами, то есть автоматически, а уже вторую часть рассматривают. И если у ребенка не соответствует ответ второй части, почему ему должны ставить баллы? За что? И когда они получают потом свои работы, я вас уверяю, то есть они практически все ребята, когда выходят с экзаменов, они потом делают скриншоты, и они присылают. Сначала начинают возмущаться. Это же правильно я решил это делать. Начинаем разбирать. Все, вопросы решены. Ну да, накосячил, что попало написал, где была моя голова и все такое прочее. Они сами это понимают. Поэтому говорить о том, что ЕГЭ сложно и заоблачное, да нет, не заоблачное. Наоборот, это интересно. То есть биология сама по себе это безумно интересная наука. Но для того, чтобы она стала очень интересной, для того, чтобы сдать биологию, нужно просто учить шаг за шагом, от простого к сложному, от теории к, соответственно, какой-то практике. А практикой являются, естественно, тесты. Как-то так. Следующий вопрос. Как найти репетитора? Какой сайт порекомендуете? Сменили 3 репетиторов, результат плачевный, деньги отдали, 0 результат. Вы знаете, я на самом деле, что я могу сказать? Вот я начну со второго вопроса. Какой сайт порекомендуете? Я не могу порекомендовать, честно, никакого сайта, не потому что это реклама или еще что-то. Как ищут репетиторов? По крайней мере, как ко мне приходят дети, с которыми я занимаюсь? Сарафанное радио. То есть дети, которые сдают ЕГЭ, они потом передают мой номер телефона тем, кто младше. И так вот меня находят ученики. Вот, в принципе, и все. А сайты, ну, честно, я не знаю, что бы я могла порекомендовать. На самом деле, вы репетиторов можете найти где угодно, на любом абсолютно сайте. Единственное, что я всегда всем советую, обязательно, я не зря показывала диплом, обязательно посмотрите, есть ли у этого репетитора диплом. Это раз, потому что в последнее время, да, действительно, я верю абсолютно, здесь написано, сменили 3 репетиторов. Я даже больше вам скажу,
скажу, то есть я общалась просто с этой мамой, и она мне сказала, что первый, я спросила, почему трех, потому что первый оказался студентом, то есть лекционный материал не удовлетворил, второй не мог почему-то репетитор ответить на вопросы, которые, значит, задавал ребенок. Третий репетитор – это групповая подготовка, то есть вообще ничему не научились. Значит, ну давайте начнем, вот, наверное, вот с этой групповой, тоже часто задают вопросы. Я плохо к групповому обучению отношусь, хоть, может быть, родители пытаются сэкономить, и в этом я очень хорошо их понимаю. Да, действительно, то есть ребенка вырастить, выненчить, и чтобы он выучился и поступил в институт, и чтобы желательно на бюджет, это очень сложно, это очень дорого, я с вами согласна. Но если уж вы выбираете репетитора, поинтересуйтесь, во-первых, о его образовании. Почему об образовании? Потому что это лично мое субъективное мнение. Во-первых, если вы берете репетитора, пусть это будет человек, который либо работает в школе, это педагог с большим стажем, либо это университетское образование, биологи. Объясняю почему. Дело в том, что почему-то считается, что биологию сдать это так, нечего делать. На самом деле я вас разочарую. Биология очень сложный предмет. И в первую очередь всегда говорят, ой, что там пестики, тычинки. А вы попробуйте разобраться с этими пестиками и тычинками. Вы просто сядьте и попробуйте разобраться. Я думаю, что у вас просто вы, так скажем, мозг сломаете. Это очень сложная тема. Если вы знаете их название, это совершенно не значит, что биология заканчивается именно на этих пестиках и тычинках, то просто потому, что это название. Это раз. Второе. Почему именно биологи, почему только преподаватели? Потому что, во-первых, люди, которые преподают долго или именно закончили университеты, биологические факультеты, те, которые преподают, они уже вдоль и поперек просто знают эту биологию, вот вдоль и поперек. То есть они много лет преподают, естественно, они готовятся к школьным предметам, да, то есть к школьным занятиям. Естественно, они ищут дополнительную литературу какую-то. Биологи, которые заканчивают университеты, это я про себя могу сказать, мы ее изучали не просто биологию, то есть мы вообще изучали биологию и химию. У нас была биология вся, какая только была возможна. Вот вся. То есть самое простейшее – это ботаника, зоология, но вы просто не знаете, какое еще есть подразделение этих биологических наук. У нас было несколько кафедр, где мы потом специализировались. Я специализировалась на кафедре, анатомия, физиология человека. На этой кафедре. И валеология еще тогда была. То есть это те люди, которые вдоль и поперек вам могут рассказать. То есть их невозможно застать врасплох, потому что именно они знают эту биологию. Это профессионалы. Но опять же, когда вы смотрите, да, то есть когда вы взаимодействуете, вы встречаетесь с репетитором, попросите, пожалуйста, репетитора показать отзывы его учеников. Это тоже очень важно. Потому что все абсолютно ученики, с которыми занимаются репетиторы, они обязательно пишут, значит, оставляют свои комментарии, либо просто пишут, то есть никуда, ни в каких сетях, они просто в смс-ках пишут. Я сдал на столько баллов, спасибо вам большое, я поступил в институт. То есть у меня, честное слово, я их никогда не стираю, то есть мы с ними продолжаем общаться, с ребятами, которые учатся. Они есть. То есть, если репетитор готовит учеников, соответственно, у него есть хорошие отзывы. Вот давайте простой пример. Наверное, это у меня просто профессионально. Я всегда и с детьми рассматриваю всегда все на примерах. Вот смотрите, вы же не пойдете в парикмахерскую, в первую попавшуюся, правда, делать прическу? Вы всегда спросите, а где ты подстригалась или подстригался? Как замечательно тебя, или прическу вам сделали? Вы идете по рекомендации. То есть вы знаете, что у этого мастера много клиентов, он, соответственно, сделает из вас игрушку.
да, то есть на голове будет просто комар носа не подточит. А почему бы не спросить, например, те же рекомендации у репетитора? Я считаю, что ничего постыдного в этом нет. Абсолютно ничего постыдного нет. Я считаю, что если репетитор взял ученика, он несет полную ответственность за обучение. Об этом мы поговорим тоже чуть попозже. Там есть вопросы, которые касаются. То есть я считаю, что репетитор должен, если он, тем более репетитор, всегда это его работа. Он работает, он зарабатывает деньги. И, соответственно, он должен отрабатывать эти деньги на все 100%. По-моему, я считаю, это нормально. И в этом постыдного ничего нет. А вы платите этому человеку. Так а почему вы платите человеку, который не удовлетворяет совершенно требованиям вашим? Я всегда своих родителей призываю. Уважаемые родители, когда у нас начинается первое занятие, ну выделите вы 15, 20, 30 минут, посидите рядом с учеником, послушайте. А может быть, я не подхожу вашему ребенку? А может быть, я подхожу, но вам что-то не понравится? То есть вы должны 100% быть уверены в этом специалисте. Ничего в этом зазорного нет, абсолютно. Посидеть, послушать, сделать выводы. Вы взрослые люди. Вы сразу, да, то есть почему и взрослые люди? У нас опыта больше. Мы слышим уже, даже на слух мы можем определить, как с ребенком общаются, о чем говорят. Даже не будучи профессионалом, просто посидеть, послушать и сделать выводы. Не понравилось, отказаться и, соответственно, значит, уже искать кого-то другого. Чего вы терпите? То есть прошло полгода, и у меня в этом году были ученики, которые полгода потратили на поиск репетитора, поменяли репетиторов, и потом уже мы галопом по Европам, мы скакали, и надо отдать должное этим девчонкам, вот их 2 ко мне попало, надо отдать должное. Это такие умницы. Я вам даже больше скажу, мне приходилось их переучивать, то есть еще и неправильные были знания даны. Я вам скажу, они поступили, они сдали. Они поступили в военно-медицинскую академию. Обе. Так что, уважаемые родители, я считаю, что не надо репетиторов винить, а в первую очередь нужно самим озадачиться. В первую очередь озадачиться этим. И если вам даже сказали, вы нашли где-то на сайте репетитора, ну, вы пообщайтесь с этим репетитором, вы послушайте, как он разговаривает, о чем он разговаривает, какая программа в конце концов. Ведь у каждого абсолютно репетитора есть своя программа. И у меня есть эта программа. Причем эта программа была сформирована не за 1 год. Она была наработана уже на моих учениках. То есть я смотрела, как лучше, какие экзамены, как они сдаются, как они отвечают, где усовершенствовать, где больше, где чаще говорить. То есть на самом деле это очень большая работа. Это кажется, что репетитор сел, отзанимался и встал и пошел, деньги себе положил в карман. Ничего подобного. Вот для того, чтобы мне с учеником заниматься, у меня каждая минута, она рассчитана. Я знаю, что я буду делать каждую минуту. И после того, как я отзанимаюсь с учениками, я начинаю готовиться к следующему дню. Я сижу, подбираю тесты, я сижу, подбираю, значит, программу, как лучше, потому что у каждого ученика разное восприятие, абсолютно разное. И почему я против этих групп? Потому что у меня были прецеденты, когда я брала 2-3 учеников. Но я вам скажу, они потом разбегались. Потому что кто-то сильнее, и ему хочется двигаться вперед, а кто-то слабее, он тянет их назад. Поэтому даже когда они приходили вдвоем, троем, они потом уже брали свое индивидуальное время и учились отдельно. Я считаю, что это правильно. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос по поводу репетиторов. Просто еще повторю. Во-первых, диплом. Да, кстати, если вас пытаются убедить,
что, значит, после медицинского института можно быть репетитором по биологии, или учитель физкультуры, или учитель труда, что они могут преподавать биологию, ну, я не думаю, что стоит доверять. Я вам просто говорю, что биология – это очень специфический предмет. То есть здесь нужно, я не знаю, откуда пошли вот такие вот, да, то есть непонятные, что биология, да, ну ерунда какая-то. А вы попробуйте, значит, чтобы вам физику преподавал тот же самый учитель физкультуры или математику. Почему вы не отказываетесь? То есть вы понимаете, да, что где, простите меня, одна специальность, а где другая? Мы же не просим, например, слесаря нас подстричь. Может быть, у него золотые руки, я ничего не говорю. Но же все равно идете, да, то есть туда, где салон красоты, где, значит, будете уверены, что вы получите именно, заплатите деньги и, соответственно, получите услугу в полном, да, объеме. Как-то так. Давайте перейдем к следующему вопросу. Как вы относитесь к вебинарам на YouTube и онлайн-школам? Ой, честно, никак. Вообще никак. Не потому, что я считаю, что там плохо, я не считаю, что там плохие преподаватели, ни в коем случае. Я даже больше чем уверена, что и там встречаются замечательные педагоги, которые, значит, вот таким вот образом пытаются себя реализовать. Я просто не люблю пользоваться, на самом деле, интернетом в развлекательных целях, и я не хожу, не смотрю на другие вебинары, и больше того, я запрещаю своим ученикам какую-то информацию, я вам уже говорила, да, то есть я всегда, когда они приходят, я говорю, сотрите со своей извилины всю биологию, мы начинаем все сначала. Почему? Потому что дети начинают информацию искать по сайтам, они скачивают рисунки, они начинают искать дополнительную информацию. Нет, категорически нет. У ученика что должно быть под рукой? Учебники, литературу, которую рекомендует репетитор, если он этим занимается профессионально, у него наверняка есть список литературы. Дополнительную литературу обязательно. Что почитать? Если что-то из интернета, тоже может вам посоветовать только преподаватель. Почему? Потому что ваш репетитор, который, простите меня, занимается уже не первый год этим, или учитель, они уже собаку на этом съели, они знают, что очень много фактических ошибок, которые дети на себя цепляют, а потом пытаются нам доказать, что они правы. Вы не представляете, какие перлы они вытаскивают из интернета. Я понятия не имею, откуда они это все берут. Я встречалась, конечно, с неправильными какими-то рисунками, с неправильными трактовками. Я не хочу обсуждать, где это, что это. Но лично я еще раз говорю, я запрещаю пользоваться интернетом. Еще раз повторяю, учебники, дополнительная литература, ну и, соответственно, то есть учить и конспекты обязательно. То есть мы на занятиях обязательно с ребятами пишем конспекты. Это обязательно. Мы включаем все виды памяти, какие я не буду сейчас рассказывать. Простите, это мои наработки. Естественно, то есть я не буду сейчас об этом говорить. Если будет желание, пожалуйста, звоните, приходите, будем заниматься. Мы включаем все виды памяти. Дети потом благодарят, дети потом не просто благодарят, они очень хорошо сдают. У меня в этом году была и 100-бальница, у меня в позапрошлом году была 98 баллов. В прошлом, значит, году, ну, не скажу, что очень хорошо, то есть это 80 плюс, они все учатся, эти дети. То есть у меня есть на самом деле очень хороший, так скажем, список учеников, которые, единицы могу сказать, 99% они поступают. Как-то так. Следующий вопрос.
Вы занимаетесь очно или дистанционно? Сильно влияет на знание ученика. Не поняла. Простите. Вы занимаетесь очно или дистанционно? Как лучше из вашего опыта? Угу. Честно, я вам скажу, я всегда была, когда я только начинала заниматься репетиторством, ну, естественно, да, то есть мне же нужно набраться опыта, как общаться с детьми, как что лучше. То есть, ну, мы все с этого всегда начинаем, то есть было и такое. Я ходила по домам, по приглашению я приходила, но спустя год я сказала категорически нет. Я к ученикам не хожу, я буду заниматься только дома. Объясню почему. И все дело в том, что я считаю, что ученик, когда он занимается с репетитором, он должен 1,5 часа находиться в полном напряжении и работоспособности. Когда ребенок, ну, начнем с того, что, во-первых, когда я приходила, во-первых, очень неприятно, когда тебя встречают в домашнем халате и, простите меня, в тапочках, да? То есть я все-таки пришла работать. Это раз. Ну, это я считаю, что это просто неуважение к педагогу. Это раз. Второе. Значит, когда мы сидим, занимаемся, у многих детей есть аккуратисты, ничего не могу сказать, у других просто вот на столе непонятно что, все отвлекает. У нас на занятиях только то, что нам необходимо на занятиях, а не бедлам, простите меня. У кого-то начинается кошечка, собачка, приласкали где-то что-то, кто-то крикнул из своих родных, близких. Внимание рассеялось. То есть опять собираем в кучу. Ну, вот как-то вот такие причины, да, то есть я их переосмыслила, я над этим поработала, и я реально понимаю, что, ну, не совсем это правильно. Я считаю, что ученик 1,5 часа или 2 часа или 3 часа, сколько он занимается с преподавателем, он должен быть, вот каждая секунда должна быть во внимании. Каждая секунда. Я начала работать дома. Но, опять же, значит, ровно работала дома, то есть у меня дома есть выведены на экран все презентации. Во-вторых, у меня есть доска, на которой либо я рисую, либо дети решают. Дальше, то есть у меня есть комфортный стол, то есть у меня отдельная совершенно комната, где мы занимаемся. То есть никто не мешает, ничто не мешает, я и ученик. Это первое. Ну, в прошлом году пандемия внесла свои коррективы. Мы начали заниматься дистанционно. Были дети, которые нет, мы только очно. На самом деле я сама лично очень сильно волновалась именно дистанционно, потому что я не понимала, как это будет выглядеть, что это такое, насколько это эффективно. Вы знаете, все мои были сомнения абсолютно развеяны. Почему? Потому что, во-первых, я ребенка вижу на экране. Это раз. Опять же, все, что мне необходимо для того, чтобы ребенку рассказать, показать, решить тесты, они все в электронном виде. Соответственно, мы решаем абсолютно одинаково. То есть и ребенок видит это, и я это вижу. Поэтому с тех самых пор, и причем, да, то есть самое основное всех беспокоит, а как же они сдают? Я вам говорю абсолютно ответственно, что дети, которые хотят поступить, поверьте мне, им вообще ничего не мешает. И даже дистанционное обучение. Наоборот, я вам скажу, что здесь есть плюсы. Во-первых, так как я сама мать, значит, я прекрасно понимаю, что если ребенок идет к человеку домой, неизвестно, что это за семья. Вроде человек выглядит, да, то есть беспокойство об этом ребенке. Второе. Если ребенок возвращается поздно от репетитора, у меня бы, честно, сердце разорвалось, потому что с некоторыми детьми мы занимаемся иногда до 11 часов. Что это такое? То есть весной, еще осенью, ну, более-менее светло, а зимой ходить.
Я вот всегда за детей бы переживала. То есть, а дистанционное обучение лишает вот таких вот как раз неудобств. Во-первых, ребенку не нужно тратить время на дорогу. Если вы тем более живете в больших городах, иногда ученики порой добираются и час, и полтора. Это раз. Во-вторых, значит, когда вы открываете компьютер, ребенок сидит в комфортной для себя обстановке. Мы закончили занятие, он захлопнул крышку, все, он дома, он ваш. И у вас сердце не болит, ребенок получил знания, все счастливы и довольны. На самом деле, то есть на сегодняшний день мой приоритет – это дистанционное обучение. Все дети, которые у меня в прошлом году сдавали, еще раз говорю, все, кто хотел, кто стремился, не помешали абсолютно ему, этим детям не помешали, вернее, дистанционное обучение. Никак. Великолепно сдали экзамены, поступили в институты, уже закончили первый курс, и в этом году я тоже занимаюсь дистанционно. Это удобно, это комфортно. Если родители сомневаются, что как это вдруг выглядит, да, это репетиторство именно дистанционно, как ребенка готовить, и опять же возвращаюсь к первому вопросу, о котором мы говорили. Потратьте, пожалуйста, время буквально 20-30 минут, да там 15 минут хватит, и вы все увидите. То есть, конечно, если репетитор будет сидеть перед экраном и общаться с вами, да, то есть на пальцах что-то там изображая, ну, естественно, зачем, для чего? Ну, а если вы видите, что ребенок общается, что он видит все картинки, что он решает тесты, я вас уверяю, вы просто успокойтесь. Вы просто успокойтесь. У вас есть очень хорошая возможность проверить. Вы попросите ребенка рассказать. Если он с восторгом еще будет рассказывать, как он и что он сегодня узнал, вы можете быть спокойны. Просто потом заставляйте ребенка больше учить, больше читать, и, соответственно, значит, все будет хорошо. Следующий вопрос. Какими учебниками пользоваться? Ну, я уже говорила, какими учебниками пользоваться. То есть я предпочитаю пользоваться учебниками старой школы. Дело в том, что биология на самом деле мало чем изменилась. Да, вот именно требования увеличились, но на самом деле репетиторы, которые давно занимаются подготовкой, у них обязательно есть дополнительный список дополнительной литературы. Обязательно есть. Я придерживаюсь, опять же, я показала уже, еще раз покажу вот эти учебники. Прекрасно, замечательно все там написано. Значит, обязательно у всех детей должны быть, то есть я всем говорю всегда, то есть у нас 3 вот таких вот сборника тестов. Это те, вернее, касается именно 11 и 9 классов, то есть мы к поступлению их прорешиваем все вот эти 3 сборника. Это Рохлов, конечно же, безусловно, это Мазяркина и Прилежаева. Где-то похоже, но в основном, то есть у них разный немножко подход, но мне очень нравятся эти тесты, я им рекомендую. Кроме того, я им рекомендую обязательно пользоваться тестами ФИПИ. ФИПИ. То есть это канал педагогических, федеральный канал педагогических измерений. То есть выкладываются именно тесты такие, какие мы ожидаем их на экзаменах. Всегда есть демо-версии новых экзаменов, вернее, тестов, новых вопросов. Поэтому именно в первую очередь туда. Потому что там на десятки раз это все проверяется, перепроверяется, и там можно быть спокойны, что вы не словите, например, какую-то фактическую ошибку. Как-то так. Еще один вопрос. Сколько уделять внимания предмету, чтобы сдать на 100 баллов? В течение 11 класса возможно ли подготовиться качественно к ЕГЭ? Ну и я добавлю от себя вопросы, естественно, ОГЭ. На самом деле цель замечательная, это, наверное, ученица у меня спрашивает, не посмотрела. Значит, на 100 баллов, но на самом деле на 100 баллов сдать можно.
можно сдать, но если вы начинаете, я вам просто расскажу, как мы готовимся с ребятами. То есть очень многие ученики ко мне приходят еще в 9 классе, когда они собираются сдать ОГЭ. Значит, мы ОГЭ сдаем, мы учимся, вернее, занимаемся 2 раза в неделю по 1,5 часа, но между занятиями я их всегда прошу обязательно заниматься каждый день, хотя бы 2 часа. И не лежа на диване, не перед включенным телевизором, а именно с ручкой в руках, с тетрадкой, рисуем, пишем, запоминаем, не зубрить. Это вот самый провальный вариант. Зубрить категорически всегда запрещаю. Только учить и понимать. Вот это первый такой вот маленький секрет к вашим 100 баллам. Второе. Обязательно нарешивать тесты. Обязательно. Это даже не обсуждается. Сидеть, разбирать дотошно, прямо вот исправлять себя. Кстати говоря, они вот эти вот сборники, они так и устроены. То есть вы можете, вот у некоторых смотрю, ребята, у них они вообще чистые, кристально чистые. У моих ребят, к сожалению, у меня нет сейчас примера, то есть они все вот просто вдоль и поперек исписаны, потому что они именно там решают, они исправляют, они сверяют с ответами, то есть это ежедневная вот такая вот работа. Ну, я уже приводила пример, что можно и за полгода подготовиться. Лично меня подготовили за 1,5 месяца к экзамену по биологии, потому что вот я поставила тогда, так скажем, на кон, да, то есть либо пан, либо пропал, либо я сдаю один экзамен и поступаю, ну, дальше уже, конечно, нет. Сдала 1,5 месяца. Тогда меня готовила преподаватель, она только начинала работать в школе, сейчас она уже эксперт ЕГЭ, она заслуженный человек, значит, она тоже профессионально занимается репетиторством, к ней попасть, сразу скажу, практически нереально. Иногда, конечно, она берет, когда она понимает, что у нее есть еще возможность взять 1-2 учеников, но в основном просто, то есть дети вот передают из рук в руки этот телефон. Значит, она была учителем года, победителем, вернее, стала победителем конкурса «Учитель года». Она меня вот тогда готовила, и сейчас я прислушаюсь к ее советам. То есть это просто совершенно гениальный педагог. Вот я других не встречала, я просто горжусь тем, что я знаю ее. Значит, вот она, кстати говоря, готовит детей, у нее еще и меньше были, да, по времени, но как вот, что я вам могу сказать, то есть, когда дети приходят именно и понимают, да, то есть, что это такое, когда они начинают готовиться, для того, чтобы подготовиться в 11 классе, это просто надо сидеть и головы не отрывать от учебников, просто не отрывать, забыть. Праздники, каникулы, развлечения – это работа. То есть, когда ребенок приходит в 11 классе, он должен понимать, что этот год у него решит его будущее. Я всегда им говорю, вот представьте, вы потратили время, вы потратили родительские деньги. Ведь они за вас платят, не вы. Пожалейте своих родителей. Возьмитесь просто год. Всего год. Вы поступили в институт, делайте дальше, отдыхайте, радуйтесь жизни. Жизнь-то не заканчивается. Вы просто сделайте над собой усилия. Если дети, когда дети приходят в 11 классе, значит, мы занимаемся, я сейчас про себя говорю, я занимаюсь 2 часа, 2 раза в неделю. То есть у нас получается 4 часа в неделю. Раньше мы занимались по 1,5 часа, но в связи с тем, что очень программа усложнилась, нужно все абсолютно успеть, нужно ребенка натаскать, да, то есть вот эти вот тесты, научить его решать, поэтому мы занимаемся больше. Если ребенок приходит к нам ОГЭ, я могу сказать, что у меня все абсолютно дети сдают ОГЭ только на самый высокий балл. То есть низких баллов вообще никогда не было. Значит, мы занимаемся с ребенком 1,5 часа, 2 раза в неделю. Стабильно, каждую неделю 3 часа у нас получается.
И опять же, да, то есть они обязательно занимаются между занятиями. То есть с моей стороны всегда очень жесткий контроль. Очень жесткий, причем не только с моей стороны, я уверяю, я еще раз говорю, я всегда на линии с родителями учеников. Потому что дети иногда, у них есть такое свойство очень сильно расслабляться. Значит, если они смотрят, что вроде бы как все хорошо, потом они почему-то решают, что мы и так все, у нас все замечательно, зачем на лишний раз открывать книгу. Раз предупреждаю, второй раз я уже звоню родителям, жалуюсь, я такая. Родители начинают общаться со своим ребенком. Ну, если ребенок не понимает второй, третий раз, я уже созваниваюсь, соответственно, с родителями, объясняю, что это бесполезно. То есть, если я считаю, что это бесполезно, и уговорить его невозможно. То есть, у меня было такое в практике, не раз я отказывалась от учеников, потому что я очень уважаю родителей. Очень уважаю родителей, они работают, они зарабатывают деньги, они пытаются обеспечить вам будущее. Но если ребенок этого не понимает, зачем родителям себя ущемлять? Зачем заставлять родителей работать больше, чем это необходимо? Если ребенок этого не хочет, значит ребенку прямая дорога в колледж. Среднее образование у нас тоже сейчас очень ценится, потому что не хватает рабочих рук. Вернемся. Значит, в 9 классе, я уже сказала, мы занимаемся, значит, 3 часа. Потом, как правило, дети у меня остаются до 11 класса, но мы занимаемся, если они из 9 класса со мной, мы занимаемся всего 2 часа в неделю, раз в неделю. То есть мы поддерживаем, да, то есть те знания, которые были даны, мы усовершенствуем, изучаем общую биологию, и все, то есть мы очень хорошо вкладываемся во время, у нас все замечательно, и они вот с такими хорошими знаниями приходят именно, то есть я уже даю им олимпиадные задания, я, естественно, даю максимальное количество вопросов более сложных, то есть они мне очень много, мы думаем, рассказываем, пытаемся выстраивать вот именно вот такие логические цепочки, то есть как правильно вести себя на экзамен, то есть вот такие вот, да. Ну, как в 11 классе я уже сказала, но если я беру в 10 классе, то есть мы занимаемся 2 года подряд, есть, на самом деле, дети разные, то есть по-разному усваивают, некоторым достаточно, например, 2 часов в неделю. Кому-то, и кто приходит вообще с нуля начинает, мы занимаемся 1,5 часа 2 раза в неделю. И так до конца 11 класса. То есть на самом деле подход везде разный. То есть если я вижу, что ребенок более-менее подготовлен, есть такие дети, которые у меня могут себе позволить, вернее родители могут себе позволить только 1 раз 1,5 часа. Естественно, то есть я вижу, что ребенок стремится, я даю максимальное количество, значит, ему на обучение домой, обязательно он сидит, рассматривает сам темы, он сам ищет тесты, он обязательно сам себя тренирует, я потом обязательно это проверяю. То есть ситуации на самом деле очень разные. Еще раз говорю, нет ничего невозможного. Абсолютно ничего невозможного. Было бы самое главное желание. И, конечно же, я родителям еще раз хочу сказать, уважаемые родители, пожалуйста, побольше заставляйте, прям заставляйте своих детей сидеть читать. Не просто читать, а пересказывать. У меня есть родители, которые мне звонят и говорят, знаете, мы, наверное, уже биологию будем скоро знать практически на вашем уровне. Спрашиваю, в чем дело? Мои дети, вот большее количество детей выполняют строго мои поручения. Если я им сказала читать, они читают. Сказала пересказывать, они пересказывают. И еще я всегда родителей прошу, пожалуйста, ну не отвергайте их. Ну, мамы, папы, вы чем-то заняты, то есть не головой, да, то есть вы не сидите, о чем-то не думаете, то есть мама, например, на кухне, ну пусть ребенок вам сидит, пересказывает. Он прочитал, пересказывает. Задавайте вопросы. Не бойтесь задавать ему вопросы. Пусть это будут какие-то вопросы, как кажется вам сложные. Ничего страшного. Он пойдет, найдет ответ, придет, вам перескажет.
На самом деле, я считаю, что от родителей очень много зависит. Не просто много, а очень много. Читать, читать и еще раз читать. Чем больше читаете, тем больше узнаете. Чем больше узнаете, тем глубже ваши знания. Но это закономерно на самом деле. Ну вот, в принципе, вопросы, которые часто встречаются. Я постаралась ответить на них. Я очень надеюсь, что, может быть, я кому-то помогла. Чуть не забыла еще одну информацию, значит, как найти репетитора и так далее и тому подобное. Значит, это мои уже ученики спрашивают, когда ко мне обращаются, потому что я ведь училась в университете, а у нас преподавалась и биология, и химия. И многие хотят, чтобы я одномоментно и биологию у них вела, и химию. Я категорически, это мое, опять же, мнение, я категорически этого против. Чтобы преподавать и биологию, и химию одномоментно ученику. Почему? Объясняю. И биология, и химия оба вот очень сложные предметы. С каждым разом все это, соответственно, все сложнее и сложнее. Лично для меня это сугубо мое мнение. Это мое мнение. Еще раз повторяю. Я считаю, что лучше быть специалистом в одной какой-то области. Вот я взяла себе биологию, и я ей занимаюсь. Если еще заниматься мне химией, простите, а когда мне жить? А когда мне спать? То есть поэтому я не люблю совмещать биологию и химию. Я считаю, что лучше быть профессионалом в какой-то одной области, чем раскидываться по разным областям и тащить на себе. И просто, ну, я не знаю, может быть, конечно, согласна, может быть, есть такие прям суперпрофессионалы, которые могут, да, то есть и то, и другое, и прям, но в моей практике не встречалось. То есть либо одно, либо другое. Решать, конечно же, вам. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Я всем абсолютно желаю не терять времени. Если вы собираетесь поступать в медицинский институт, просто не теряйте время. Еще одно небольшое дополнение по поводу репетиторов. Если вы начинаете заниматься с репетитором, я хочу, чтобы вы понимали, репетитор – это не волшебник в голубом вертолете. То есть почему-то очень многие думают, если они занимаются с репетитором, то уж точно они сдадут экзамены. Репетитор вам помогает в освоении знаний, но он не может отдать вам свою голову, он не может вместо вас быть на экзамене. То есть репетитор – это помощник и не волшебник. Соответственно, в любом случае учить вам. То есть процент, если так в процентном соотношении, репетитор – это, конечно, ну, может быть 30% вашего успеха. Наша основная задача – дать вам правильные, качественные знания. Но ни в коем случае это не значит, что мы будем сдавать вместо вас, вернее. В любом случае учить вам, постигать науку вам и сдавать тоже вам. Я очень вам всем желаю, конечно же, приобрести знания. Я очень вам желаю, чтобы вы нашли репетиторов, хороших репетиторов, чтобы вам было с ними комфортно, чтобы вы получали знания, чтобы вы смогли эти потом знания применить на экзамене. Если кому-то будет интересно, значит, информация, у нас есть сайт ВКонтакте, он так и называется, BioLand. Подготовка к ЕГЭ. Пожалуйста, заходите, спрашивайте. Если у нас спрашивают номера телефонов, мы не отказываем. То есть ученикам, которые пишут, что мы хотим с вами заниматься, ради Бога. То есть если у нас есть возможность, обязательно, то есть мы берем, обязательно, то есть мы готовим. Не вопрос.
Чем можем, как говорится, тем поможем. Ну, на сегодняшний день у меня все. Я с вами не прощаюсь. Мы обязательно еще с вами встретимся. Ну, на сегодня все. Пока.